Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание зеркалу и поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать возле зеркала, а также какие предметы, вещи ни в коем случае не должны находиться возле этого предмета. Иначе в вашей жизни постоянно будут проблемы, неприятности, проблемы с деньгами, со здоровьем и так далее, и так далее. Друзья, очень важная и ценная информация. Обязательно ее просмотрите от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «изобилие». И Вселенная пусть вам пошлет огромный денежный поток. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Вы знаете, когда-то очень давно зеркало было диковинкой. С одной стороны, это была проблема, так как люди не имели к ним такого свободного доступа, который имеем мы с вами. Им приходилось придумывать, чем его заменить, чтобы иметь возможность следить за своей внешностью. А с другой стороны, люди были более защищены, чем мы. Когда зеркала начали появляться в большом количестве, люди увидели, что у них есть особенные свойства, что они могут приумножать то, что отображают, могут притягивать различного рода энергии, а также показывать то, что порой видеть не стоит. Это касалось тех людей, которые гадали с помощью зеркал или старались кого-то привязать к себе. Зеркало – это очень хрупкая связь между двумя мирами, между нашим и потусторонним. Поэтому с ними связано столько знаний и учений, чтобы уберечь людей, предостеречь в том, чтобы они не допускали ошибки, которые ранее кто-то уже совершал и не попадали от него в зависимость, которая способна не только изменить жизнь, порой не наилучшим образом, а и вовсе ее разрушить. Необычайной силой обладают старинные зеркала, потому что они повидали очень многое за время своего существования. И измены, и интриги, которые наполняли богатые дома того времени, так и замки и имения. Порой в этих зеркалах отображалась чья-то гибель. Поэтому, думаю, каждый из вас слышал такое выражение, как «проклятое зеркало». Оно не для того, чтобы испугать, не для страшных фильмов. Такие зеркала не редкость, ведь во время того, как душа покидала тело человека, не всегда по своей инициативе оно отображало ее, и она к нему привязывалась. Когда такое зеркало попадало к кому-то в дом или же передавалось по наследству, они получали вместе с ним и тот разрушительный негатив, который его наполнял, после чего с данными людьми начинали происходить неприятные жизненные ситуации, беды, трагедии, до тех пор, пока из их семьи никого не оставалось или же они в срочном порядке не покидали дом, где находилось это зеркало. Вы спросите, почему было его не вынести из дома? Все просто. Когда люди понимали, что проблема в зеркале, она уже очень тесно воссоединялась с энергетикой жилья, и разделить их было уже не под силу, даже энергетически сильным людям. В наше время также есть такие зеркала, кому-то они достались по наследству, а кто-то приобретает их на аукционе, даже не подозревая, что вместе с ним придет в его жизнь. Поэтому от таких зеркал нужно все-таки держаться подальше, чтобы не рисковать ни своей жизнью, ни жизнями членов семьи. Но если по какой-то причине вы все же принесли такое зеркало в свой дом, обязательно очистите его не только от сильного негатива, но и от злых сущностей, которые за года в нем собралось немало. Это должно быть старинные ритуалы с помощью огня, они сильные и мощные. Зеркала всегда нужно содержать в чистоте, ведь если зеркало не идеально чистое, на нем есть какие-то потеки, пятна, значит оно будет притягивать негативные энергии, а тот, кто будет в него смотреться, все эти энергии будут привлекать в свою жизнь, и биополе данного человека будет постепенно разрушаться. Любой негатив извне будет все в большей и большей степени приходить в жизнь такого человека и тем самым сбивать человека с того пути, который он для себя выбрал. А значит, данный человек не сможет осуществлять свои планы, а если они и будут воплощаться, то только с большими трудностями.
Опасным являются и повреждения на зеркале различного рода, но хуже всего это сколы и трещины, так как скол приведет к тому, что все, кто будут смотреться в это зеркало, будут сопровождать потери разного рода. Да, сначала, возможно, небольшие, незначительные, но с каждым разом они будут увеличиваться и приумножаться. Если это будут трещины, то они будут разрушать биополе тех, кто с ним будет взаимодействовать, а в трещины в биополе привлечется злая сущность, которая тесно с ним переплетется. Жизненные силы начнут покидать такого человека, и он станет грустным, скучным. Депрессия будет преследовать его по пятам. Желание идти вперед и заниматься тем, что доставляет удовольствие, просто-навсего пропадет. Если в такое зеркало будет смотреться вся семья, это приведет к тому, что семью наполнят ссоры, конфликты, будут возникать сплошные недопонимания, через время она и вовсе распадется, уйдет любовь и пропадет энергетическая связь. Не стоит смотреться в зеркало в ночное время, так как это время активизируются негативные энергии, злые сущности и заблудшие души ищут тех, у кого могут отобрать потоки светлых энергий, а также тех, кого можно покорить и того, кем можно управлять в своих интересах, совершая злые поступки по отношению к различным людям, как к тем, кто занимает важное место в жизни, так и к тем, кто будет просто встречаться на жизненном пути. У всех людей зеркала есть в ванной комнате. Эта комната способна больше всего накапливать негатив, а из-за того, что в ней есть вода, этот негатив способен приумножаться. Зеркало будет его впитывать и передавать его в ночное время, тем самым моментально разрушая жизнь живущей в данном доме семьи. Такое зеркало нужно тщательно очищать. Для этого нужно в четверг утром намочить свечу под проточной водой, далее обмакать ее в соли, после проделанного поджечь ее и тщательно пройти с ней по периметру всего зеркала, не пропуская ни единого места. При этом нужно проговаривать такие слова: «Все плохое, что зеркало впитало и отражает, огонь этот собирает и убирает. Энергетикой положительной зеркало наделяет, кто в него поглядит, энергию счастья приумножить сможет». Когда закончите, если свеча не догорит, установите ее возле зеркала, чтобы она полностью догорела. Агарок вынесите и выбросите подальше от дома. Для того, чтобы зеркало привлекало светлые энергии, прикрепите сзади него в левом нижнем углу 3 кристаллика крупной соли, а в правом верхнем углу 3 горошины черного перца, проговаривая при этом такие слова: «Зеркало это энергетическую защиту обретает, зло и негатив не привлекает. Раз в полгода это нужно менять. Предыдущую соль и перец нужно выбрасывать в водоем, но только с бегущей водой». Это простое действие поможет вам защитить зеркало даже от самого разрушительного негатива. Если вы в ночное время будете умываться перед зеркалом, то способны смыть с себя энергию красоты и перекрыть сильный энергетический канал. Поэтому такое действие лучше не делать или умываться не перед зеркалом. Но если вы все-таки это делаете, то нужно сначала вымыть ладони, а затем обязательно проговорить такие слова: «Энергия красоты вода не смывает, а их приумножает, канал не закрывает, а очищает и силой наделяет». Когда вы закончите, умоетесь, и вы ощутите энергетическую силу в большом размере. У вас улучшится настроение, а светлые энергии привлекутся. Также не стоит причесываться перед зеркалом в ночное время. Помните о том, что волосы – это наши с вами антенки, которые дают нам жизненные силы и создают связь со Вселенной. Они также способны впитывать энергии, которые их окружают. Если зеркало будет излучать негатив, а волосы его впитают, то данный человек утратит не только имеющиеся у него положительные энергии, но и защиту. Его будут легко сглазить, проклясть, наслать порчу. Также если волосы впитают негатив, который зеркало впитает, это повлияет на судьбу человека не самым наилучшим способом. Неудачи и проблемы будут
будут его сопровождать. Ему будет тяжело сконцентрироваться на важном, все дела, за которые будут браться, будут заканчиваться разочарованием. Уйдет мудрость и желание находить компромиссы в жизненно важных ситуациях, из-за чего в жизни этого человека будут приходить сплошные конфликты и ссоры. Если по какой-то причине вам нужно это сделать, тогда возьмите в рот цветок гвоздики, при этом, когда будете расчесываться, проговаривайте обязательно такие слова. Те хорошие энергии, что гвоздика излучает, я привлекаю и их во время расчесывания в свои волосы вплетаю. Если они негатив впитали, эта энергия его прогоняет и влиять ни на меня, ни на мою жизнь не позволяет. После чего цветок гвоздики утром нужно будет вынести на улицу и выкинуть на природе, прислушавшись, где именно, к своей интуиции. Если вы проходите возле зеркала в ночное время, старайтесь в него не смотреться без нужды, чтобы не увидеть то, что вас может сильно напугать. А если вы испытываете это чувство, то привлечете в свой дом то, чего вы испугались. Поэтому, если вы проходите возле него, чтобы защититься от зеркала, проговаривайте такие слова: возле зеркала прохожу, энергетику при себе сохраняю, отобрать ее не позволяю. Это будет помогать вам защитить в ночное время от ненужного и вредоносного негатива. Категорически нельзя, чтобы спальное место людей отображалось в зеркале, так как те, кто на нем будут спать, не смогут хорошо высыпаться. Их будут мучить кошмары, бессонница, утром будет сильный упадок сил, головные боли, дрожь в ногах. С каждым днем самочувствие будет только ухудшаться, начнут сопровождать неудачи во всех делах и начинаниях. Вы будете постоянно расстраиваться, что будет притягивать еще больше негатива, и жизнь будет меняться не в лучшую сторону. Если вы не можете по-другому расположить кровать, значит пошите мешочек из натуральной ткани красного цвета, наполните его можжевельником, солью и разместите обязательно в нем палочку корицы, липу, мяту. Также накапайте и эфирное масло лаванды. Он сможет быть очень маленьким, после чего повесьте его на зеркало и при этом скажите такие слова: зеркало положительные энергии впитывает, а во время сна того, кто в нем отображается, ними наделяет. Счастье, прекрасную жизнь обрести помогает. Так вы будете под энергетической защитой. Нельзя, чтобы семейная пара или же пара, которая состоит в отношениях, отображалась во время сна в зеркале. Иначе уйдет страсть, любовь, пара начнет ссориться, а отношения будут только ухудшаться и закончатся в результате разводом или же разрывом отношений. Если в таком случае кровать нельзя разместить в другом месте, под ней нужно положить веничек из розмарина, лавровых листьев, полыни, ромашки, проговорив при этом такие слова: зеркало на наши чувства не влияет, энергетически сильный веничек нас и их оберегает, приумножить все, что ощущаем, помогает. Так вы не только будете под сильной защитой, но и привлечете во время сна обязательно к себе хорошие энергии. Если во время сна в зеркале будет отображаться спящий ребенок, то это приведет к тому, что его и так неокрепшее биополе станет еще более слабым. К нему будут цепляться различные болезни. Он будет плохо спать, постоянно капризничать, плакать. Если это ребенок более старшего возраста, он не захочет учиться, впитывать новые знания. Жизненно важные моменты не будут его интересовать. Он вроде будет находиться в этом мире, но душа его будет бродить между миров. Если же в таком зеркале будет отображаться подросток, то это приведет к тому, что он свяжется с плохой компанией, обзаведется плохими привычками, которые могут на его жизнь некорректно повлиять. Под кровать любой из этих категорий детей нужно положить веточку лаванды, петрушки и проговорить такие слова. Называйте имя, далее скажите: здоровым растет, нужные энергии во время сна к себе привлекает, энергетически сильные травы от любого зла его защищают и влиять на него не позволяют. Дорога счастливая идет, радость и благополучие найдет. Так, ваш ребенок во время сна будет окружен светлыми энергиями, которые принесут ему хорошие сны, наполнят его жизнь счастьем и здоровьем, а биополе его не будет разрушаться, а наоборот будет только укрепляться.
Не должны в зеркале отображаться и люди преклонного возраста во время сна, так как это отберет у них нужные им жизненные силы, они станут слабыми, и это может привести к тому, что с ними произойдет что-то плохое, либо же данный человек может и вовсе уйти из жизни. Для этого разместите под их кроватью узелок из белой ткани с солью, крупными кристаллами, проговаривая такие слова: во время сна жизненные силы не уменьшаются, только приумножаются. Энергии светлые привлекаются, биополе укрепляется. Таким способом человек в возрасте не только будет защищен, но и его жизненные силы будут приумножаться, и появится бодрость и запал. Не стоит стоять и в ночное время перед зеркалом и ругаться с кем-то из членов семьи. Это вообще не стоит делать, так как все споры в семье нужно решать мирным путем. Ведь если этого не делать, то связь будет разрушаться, а энергетика жилья становится негативной, что скажется неблагоприятно на всех сферах жизни тех, кто в таком доме живет. Если вы будете выяснять отношения перед зеркалом в темное время суток, вы не только привлечете в свой дом зло, которое начнет вами управлять, но и разозлите помощника своего дома, домового. Он также решит вас наказать за такие необдуманные действия. Вы будете слышать в ночное время шаги, скрипы, у вас начнет перегорать техника, лампочки, и это будет привлекать ко всему еще и денежные проблемы, которые будут накапливаться, приумножаться, ухудшать и без того сложные ситуации и отношения, происходящие в вашем доме. Если по какой-то причине такое произошло, то извинитесь перед домовым, а затем трижды про себя скажите такие слова: зло в дом не приходит, зеркало его не впитывает, а наоборот отбивает. После того, как проговорить эти слова, нужно вымыть зеркало с помощью мокрого спонжа и хорошо вытереть. Так вы соберете с него все то, что оно могло впитать, не дав ему распространиться по дому. Вот такой, друзья, очень важная и ценная информация мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно, друзья, в комментариях напишите слово «изобилие». Пусть Вселенная пошлет вам огромный денежный поток. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!